Приветствую! Вы слушаете Антона Кузнецова и смотрите YouTube канал Ведоврата. И сегодня у нас тема «Любовь и секс в жизни мужчины». Или можно сформулировать ее иначе. Что делать мужчине, если он влюбился? И как найти правильное место чувству любви и сексуальному опыту в своей жизни? И наш ответ будет основываться на той системе знаний, которые мы практикуем в нашей школе Ведоврата. Это Тантра Джотиш и Праджна Джотиш. И один из главных фундаментальных принципов, мы говорим о том, что суть чувства любви для мужчины и для женщины разные, а если говорить честно и точно, противоположные. То есть как вот при сексе один входит в другого, другой в себя его впускает. Это противоположные процессы. Тот, кто входит, тот напряжен, тот, в кого входит, он расслаблен. Один входит, другой впускает, один напряженный, другой расслабленный, и в конце оргазм у обоих. И от противоположных состояний и противоположных действий обоим хорошо. То же самое касается не физического проявления любви и занятия любовью, а и душевного, то есть психического, эмоционального и духовного. Кроме того, мы применяем Тантра Джотиш, мы говорим о том, что любовь, влюбленность – это чувство, это чувственный опыт. Он основан на силе плоти, телесности, чувственности, плотскости. Понятно, что это Граха Шукра, которую называют иногда планетой Венерой. И кроме того, это ощущение захватывает человека. Вот, поэтому на это еще есть влияние Раху, как то, что человека захватывает, иногда даже одерживает. Но чувство – это нестабильное ощущение, да, то есть чувственные, чувства, да, чувственные отношения, в том числе любовь, оно нестабильное, и эта сила как пришла, так и может уйти и даже поменяться на противоположную. То есть через время любовь может превратиться в ненависть. Из-за этого известно понятие амбивалентности, или, если говорить по-простому, важная крылатая фраза, пословица «от любви до ненависти один шаг». Это реальность жизни. Вот. И проблема не в том, что через 3 недели, 3 месяца или 3 года чувство любви может уйти. Оно может превратиться в противоположное чувство, например, в неприязнь. И мы знаем это из опыта, иногда из своего, или хотя бы из чужого. Поэтому строить отношения на чувстве нецелесообразно. Это ненадежно и не дает стабильные отношения. А на чем же мужчине нужно строить свои отношения, чтобы это было прочно, надежно, долговременно? На принципах и на законах, которые мужчина должен знать и применять в своей жизни. Значит, я дам 6 рекомендаций мужчине, как относиться к чувствам вообще и к своему чувству влюбленности, любви, и что делать. Мужчина – это проявление мужского начала, и поэтому в нем главные мужские качества. Это осознанность, она же ответственность, это разумность, она же мудрость, и личность, в котором есть воля, мотивация, умение достигать целей. Понятно, что в Джотише это Сурья, Гуру, он же Брихаспати, и Мангала. И из них Сурья изначальная, первичная Сурья, то есть планета Солнца, так называемая, это главное. Поэтому самый стабильный опыт мужчины, фундаментальный, который никогда не подведет, это сила духа, но не сила воли или мотивации, мотивированности. Сила духа как сила существования, как опыт бытия, высшего долга. Если мы понимаем качество Грахи Сурья, мы можем это продолжить. И из этого ощущения существования, смысла существования, мужчина ставит себе главную цель жизни. Это может быть следование своему делу, может быть мастерству, может быть бизнесу, следование своему духу, может быть роду, может быть религии. Следовать представителя духа. Это может быть наставник, отец или другая авторитетная личность. И исходя из этой главной цели, из этого главного смысла своей жизни, он выстраивает все отношения. И питание, да, и здоровье, в том числе взаимоотношения с другими людьми и с любимой женщиной. При этом есть 2 типа любви. Да? Это не любовь к еде, не любовь к родине. Есть мужская любовь и женская любовь. Женская любовь – это добрая, мягкая, любящая, эмпатичная, есть такое модное слово, сострадательная.
А мужская любовь, противоположная женской, это покровительствующая любовь, когда он заботится о том, кого он любит. Это как любовь настоящего отца с большой буквы. Следующее, второй пункт. Да? Надо соотнести отношения с женщиной со своей главной целью жизни. Если цели нет, вообще непонятно, что делать. Если цель есть, ради чего я живу, тогда понятно, как найти роль любви, отношений, женщины, брака и семьи вот в этой системе своих ценностей, как говорят модно психологи, в системе приоритетов. Да? Вот. И естественно, когда женщина мужчине помогает. Бывают разные отношения, да? Партнерские, зависимые и так далее. Но естественно, когда мужчина знает, что делать, а женщина понимает, что он это знает, считает его авторитетом и ему помогает. Вот. Если он уже идет своим путем, он может задать себе вопрос. Эта женщина поможет ему идти его путем или будет ему мешать? Если она будет ему помогать, тогда и с ней можно построить отношения, союз. То есть не только секс, занятие любовью, а брак, семью, дети и продолжение рода. В свою очередь, женщина, естественно, вдохновляется тем мужчиной, кого она любит. Да? Это природно. Он для нее самый лучший, и он ее вдохновляет. Она доверяет ему, тоже естественно. Ну и из этого она помогает ему. Да? Как вот ребенок видит, что отец взрослый, сильный, мудрый, разумный. Это его вдохновляет, он хочет быть похожим на отца. Если он такой мудрый и сильный, можно ему доверять. И чем я могу ему за это поблагодарить? Ну, я могу ему чем-то помочь. Это природно, естественно. Следующий, третий пункт. Да? Мужчине нужно взять ответственность. Ну, он должен уже быть ответственным за себя, за свою жизнь. Если у него возникает влюбленность и следующие из влюбленности взаимоотношения, он должен взять ответственность за эти отношения. И не в этом как бы узком смысле, что вот если родится ребенок, он должен этого ребенка воспитать и так далее. Да? То есть не просить женщину сделать аборт. То есть взять ответственность за отношения во всем диапазоне. Чтобы это лучше понять, во многих книгах, в том числе книгах по Джотишу, в Брихат Самхите, приведен такой пример, что как бы ориентиром, можно сказать, идеалом или маяком для правильных отношений, это может быть взаимоотношения сильного, достойного правителя и его жены. То есть король и королева, да? Царь и царица, раджа и жена раджи. Да? Вот. Он достойный, благородный, шляхетный, честный. Вот. А она является его продолжением. И он знает, куда двигаться, он знает стратегию и занимается глобальными стратегическими вещами. Она занимается реализацией этой стратегии, то есть операционными и тактическими, вытекающими, следующими из стратегии направления жизни. Вот. И, как их назовем, децентрализованные системы, они менее стабильны и надежны. А централизованные системы, они более устойчивы и, крепки, прочны. И поэтому в отношениях лучше сразу построить централизацию. То есть есть ведущий и ведомый в хорошем смысле этого слова. Есть субординация. Один знает, что делать, а другой видит, что он действительно знает, и ему доверяет в этом, в решениях. Четвертый пункт. Да? Хорошо, когда разум управляет телом и чувствами, и плохо, когда разум управляют тело либо чувства. Мы понимаем этот принцип, это постулат. Вот. Поскольку влюбленность, любовь и его физические проявления, занятия любовью, секс, они связаны с телесностью, тогда это дает мужчине опыт удовольствия, наслаждения, комфорта, радости жизни, телесного счастья. Вот. Главное, чтобы это не влияло на его разум и мудрость, чтобы Шукра не победила Гуру, да, чтобы Венера не победила Юпитера. То есть нельзя позволить затуманить свой разум, мудрость, рациональность и не идти на поводу у чувств, в том числе удовольствия и наслаждений. Можно получать удовольствие, можно вкусно есть, можно отдыхать, наслаждаться жизнью, заслуженно. Но это должно быть вторичным и дополнительным. Но нельзя забывать о долге, о совести, о духе, о смысле. Вот. Более того, если мужчина погрязнет в этих удовольствиях, он станет от них зависимым. Это его ослабляет. Он теряет свою мужскую суть вследствие этого, так называемый стержень. Вот женщина перестает в нем чувствовать силу духа, то есть стержень, сурью, силу мудрости и разума, да, гуру, и силу
личности, мужчины, воина, и она его перестает уважать. Поэтому нужно знать, что первично, что вторично. Да, мужчина имеет право на удовольствие, наслаждение, комфорт, на приятные чувства, но это должно быть дополнением к его жизни. Например, заслуженным отдыхом после достижений, после успеха, побед. Вот. И пятое, нужно осознавать вот эту опасность пойти на поводу у чувств или удовольствий. То есть нужно этим управлять, а не этому отдаться и этому подчиниться. Природа любви, особенно если любовь как бы вот в этом глубоком смысле, да, как жертвенность, она делает того, кто влюбился, мягким и зависимым. Он готов пожертвовать собой. И поэтому мужчина влюбленный становится более мягким и зависимым. И не только от удовольствий, а и от женщины, которая ему это может дать или не дать. И таким образом им управлять. То есть, находясь в естественных, гармоничных, природных отношениях, женщина любит мужчину, и ему дает лучшее, что у нее есть во всем диапазоне. Комфорт, допустим, это один из примеров из сотен или тысячи. А мужчина при этом остается мужским, то есть собранным, сконцентрированным, мудрым, осознанным, твердым, когда нужно проявить твердость. И защищает, оберегает свою женщину и семью. То есть это покровительство. И тогда он не теряет свою мужскую суть, не теряет свой стержень, вот, не становится зависимым, не находится под влиянием эмоций, настроений женщины. Вот. И тут есть такой парадокс. Если он становится зависимым от любви, он слабеет, и он начинает эту же женщину, которая им восхищалась и была им вдохновлена, он начинает ее раздражать. Это природно, это инстинкт женщин. Его нельзя убрать. Нельзя убрать инстинкт питания, дыхания, размножения. Нельзя убрать инстинкт стремления женщины к сильному мужчине. Вот. Поэтому, если он зависит от любви, от удовольствия, он становится слабым, и у ней же вызывает раздражение как минимум, а может даже отторжение. Вот. И это подтверждается большим количеством народной мудрости, да, выражений, пословиц. Например, чем женщину мы меньше любим, тем больше нравимся ей. Это говорит мужчина мужчине. И теперь шестая часть этого видео. Что же делать? Строить отношения не на эмоциях и чувствах, а на смысле, на знании принципов. Поскольку чувства, эмоции, они ненадежны, изменчивы, там один шаг до ненависти. И поэтому чувства не лучшая основа для отношений, брака, семьи, то есть для создания союза. Это как бы странно выглядит, да, мы вспоминаем Ромео и Джульетту, любовь – это великое чувство, любовь – это самое главное, Бог – это якобы любовь, якобы тут главное слово, вот. Но любовь приходит и уходит, она ненадежна как причина союза во всем диапазоне. Вот, следующий совет ему – ответить, зачем ему это нужно, вот, for what или what for, навіщо, зачем. И если он знает, куда он идет, он может это перепроверить, зачем, будут ли долговременные, длительные отношения с этой женщиной. Такие как, например, создание крепкой, прочной, долговременной семьи, долговечной. Или продолжение рода через поколение. Или он знает, что он делает, и это надолго. И эта женщина будет ему долго помогать. Длительные, да, стабильные отношения. Вот. И поэтому, если в этом есть смысл, то это будет дольше, надежнее и стабильнее, если в этом есть только чувство, только эмоции. Вот. Всегда знать, что является центром его жизни, то есть это вот что делать. Следующее. Нужно знать, что самое главное, что в центре, в чем смысл моего существования. Это модная фраза «смысл жизни», ради чего я живу. И все вокруг этого выстраивать, в том числе отношения с другими людьми и с этой женщиной. Вот. И тут опять это закономерный парадокс. Да, если мужчина имеет смысл, знает, ради чего он живет, он этим смыслом горит, он вдохновленный, огненный, он и физически здоров, и душевно здоров, и духовно здоров, он силен, опять же, физически, душевно, духовно, и он, исходя из этого, привлекателен для женщины. И поэтому ее, если есть взаимное чувство, оно будет долгим, а может быть даже пожизненным. Кроме того, вот это вот выражение «бабочки в животе», у мужчины тоже может быть опыт влюбленности в животе. Это очень опасно.
это подбрюшье, это мягкое место, это живот, где нет мощных тканей, мощных костей. Максимум там есть пресс, который нужно постоянно укреплять и который не гарантирует защиты. Вот, поэтому у мужчины мягкое место это живет. Как вот путь может лежать через еду, через желудок, имеется в виду через еду, не через желудок, потому что желудок выше на 5 уровне. То есть путь к сердцу может лежать через удовольствие, секс, наслаждение, еду или что-то приятное. И это уязвимое место. Живот – уязвимое место. Кроме того, там есть пуповина, это тоже уязвимое место. Он помнит, что там была нить, ну не нить, канал, связь с матерью. Это тоже его ослабляет. Вот, поэтому уровень живота пуповины – это 7-й Раши Тула, так называемый знак зодиака весы, Либра. Это уровень комфорта, радости жизни, расслабления, удовольствия. Но это одновременно опасно. Это уязвимо. Поэтому в своих состояниях мужчине стоит быть выше уровня живота и пуповины. То есть быть хотя бы в месте воли. Это 5-й Раши Симха в солнечном сплетении. А еще лучше быть в разуме, в голове. Это 1-й Раши Меш. То есть нужно подняться выше инстинктов, 8-й Раши Врищика, выше чувственности, 7-й Раши Тула, в волю, в груди, в солнечном сплетении, это Симха, и в голову, там 1-й Раши, который управляется мангалой, как силой мужского проникновения. Вот. И таким образом, поднявшись, мужчина сможет взять ответственность на себя и за свою жизнь, и ту женщину, с которой он хочет построить союз. Он сможет ее вести, и это ведущий в хорошем смысле этого слова. Благодаря этому он будет о ней заботиться, защищать ее, вот, и им обоим будет хорошо. И он не будет зависимым от чувств, настроений или от какого-то другого опыта, которого может в нем вызвать слабость из-за зависимости. Ну и итоги, да, дадим завершающие итоговые советы. То есть нужно не давать себе быть подвергнутым романтике, следующим из этого иллюзиям, избегать душевных метаний, да, вот, душевных исканий в плохом смысле этого слова, вот, помнить о своей миссии и привести фокус на это, на свою миссию, на смысл своего существования. Если непонятно, на эту красивую фразу смысл своей жизни. Нужно этот смысл иметь и женщине о нем сказать. И спросить у нее, поддерживает ли она смысл его жизни, будет ли она ему в нем помогать. И внимательно отнестись к ее ответу. И через некоторое время, может быть, через длительное время, если он увидит, что она увидит, да, поймет, что она готова идти за ним, быть его спутницей верной, помогать ему и одобряет то, ради чего он живет, тогда такие отношения стоит развивать. В них есть перспектива, в них есть потенциальная стабильность, надежность, прочность, долговременность. Он может перерасти в крепкий союз, в семью, продолжение рода и во все остальное, что может дать союз, брак мужчине и женщине лучшее. Как вот не действуйте под влиянием эмоций, да, вот банальная фраза, не совершайте эмоциональных покупок. А тут не покупка, тут союз, отношения. Не совершайте эмоциональных решений при взаимоотношениях. Не действуйте исходя из эмоций или чувств, если это касается важных взаимоотношений, в том числе мужчина-женщина. Вот, помните, что вы мужчина и берите на себя ответственность и за свою жизнь, и за последствия своего решения. И не забывайте, что у вас есть главный ориентир, маяк, указывающий, стрелка, да, компаса, то есть ваш путь жизни, ваша дхарма, ваша миссия, ваше предназначение, то есть ваш смысл существования, ради чего вы живете. И помните, что всегда есть что-то главное. Для вас главное идти своим путем. И тогда будет более понятно, что сделать с остальным в этой жизни, в том числе с чувством влюбленности, большой любовью и объектом своей влюбленности или любви. Это трудно понять, но надеюсь, что вы меня поняли. И если вы меня поняли, благодарю вас за понимание. На этом будем завершать. И кому нужно подробнее, у нас есть курсы, семинары по взаимоотношениям, про секс, то есть занятия любовью, соитие, о предназначении. И передаю просьбу своих организаторов написать комментарий к этому видео и поделиться этим видео, но только с теми, кто его поймут правильно и оценят.
И просьба от меня, если у вас есть темы следующих выпусков, присылайте их нам на e-mail. E-mail вы знаете, org.vet.bz. Вот, на этом на сегодня все. Благодарю за понимание. Вы слушали Антона Кузнецова и смотрели YouTube канал Ведоврата.